Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Привет. Я так и не понимаю, что ты говоришь. Hola, это привет, ¿cómo estás? Как дела? Muy bien. У меня все хорошо. Нет, muy bien это очень хорошо. Estoy bien это у меня хорошо. Сегодня поговорим об языках. Точнее, об испанском. Да. Аргентинском испанском, который нам здесь нужен. Да, я с большим удивлением узнал, что вообще, в принципе, в Аргентине, оказывается, говорят не на английском, а говорят на испанском. А помимо этого, испанский, аргентинский еще очень сильно отличается от классического кастильского языка. И от мексиканского, испанского он тоже отличается. В общем, учить конкретно аргентинский, испанский – это тот еще квест. Но все решаемо. Все решаемо, да. Вот. Сегодня мы расскажем вам о методах, которые используем мы, и о тех, которые мы знаем. Давай начнем с первого. Что у нас первым пунктом идет? В общем, мы здесь уже почти 3 месяца, но ты начал изучать испанский еще до приезда сюда. А ты разве нет? Я, честно говоря, продолжала изучать английский, перестала учить турецкий, но к испанскому приступила, может быть, за месяц, и то очень-очень расслабленном режиме. Мне там другим была голова занята. Но я начал изучать испанский, когда, собственно говоря, узнал, что здесь не английский в ходу. Это было примерно январь, наверное. И как тебе? Слушай, мне испанский дается гораздо легче, чем английский язык. Не знаю, с чем это взаимосвязано. Возможно, я предполагаю, что, скорее всего, это взаимосвязано с тем, что многие слова интуитивно понятные. Но они еще и на английский похожи, и в целом... Ну, например, самый простой пример, который мне сейчас в голову прилетел, это «актуальменте». Это слово, обозначающее «в настоящий момент». Ну и как бы оно по интуиции понятно, о чем оно. Но мне кажется, еще испанский гораздо легче читать. По сравнению с английским, вот с вот этими всеми сложными сочетаниями. Да, в испанском как читается, практически так и слышится. То есть, ну, как пишется, так и слышится, так и читается. За исключением некоторых моментов. Ну, исключения есть везде. Да, исключения есть везде, но это, по крайней мере, не вот эти вот... ТХЕ. З. Или дотхер. Дота. Ну, в общем, испанский гораздо легче в этом чтении. Тогда с чего ты начинал? Как ты начинал учить язык? Я начинал в Duolingo. Да. Приложение в мобильном телефоне. Ссылочку мы оставим в описании, это реферальная ссылка, если вы вдруг еще не начинали учить язык, начинайте. Там, если вы зовете друзей, то какие-то бонусики, в общем, я вас зову. Пойдемте. Да, меня уже звать никого не надо, у меня уже и так бесконечная жизнь. У Саши так премиальный аккаунт, и, в общем, все, да. Да, честно, я амбассадор. Да. Но, честно, меня Duolingo бесит. Мне это приложение не нравится. Тебе нравится оно чем? Мне оно безумно нравится тем, что я через него понимаю структуру построения предложений и узнаю новые слова. А мне, наоборот, не нравится. Почему? Потому что мне не хватает, бывает иногда, мне хочется какой-то структуры из серии, там, куда-то заглянуть в табличку местоимений, увидеть там этого. На русско-испанском, в русско-испанской версии нет. Кстати, в английско-испанской версии Duolingo это есть. Я вчера включила, установила, и, может быть, мне будет легче заниматься. Не знаю. Но мне больше нравится другое приложение. Ссылочку на него я тоже оставлю вам в описании. Приложение называется Drops, и там прелесть в чем? Если в Duolingo есть некоторая программа и структура, и вы идете по ней, и она, у всех одинаковая, то в Дропсе я могу выбирать, что мне интереснее сегодня изучить. Фрукты, как знакомиться или общение в магазине. Я выбираю ту тему, которая мне сегодня интересна, и изучаю слова. Да, там меньше фраз, но там больше конкретных слов, которые мне нужны в быту, исходя из моей личной жизни. Или, например, я изучала эмоции. Фелис, счастье. А ты не знаешь такого слова? Нет, не знаю. Вот. Поэтому в зависимости мы все разные, и, естественно, то, что подходит одному, может не очень нравиться другому. И тут важно находить свои приложения и пробовать, не бояться, не стесняться, и спрашивать, а ты где учишь, а ты как учишь. Кстати, забыла еще один способ, как можно учить, указать в нашем списке. Потом укажешь в процессе. Потом расскажу, да. А помимо, кстати, еще Duolingo, я использовал приложение Memrise. И вот его, кстати, можно использовать, как ты и говоришь, для набора слов. Угу. Да, в приложении Memrise там просто
просто перечень слов различных. Там тоже нельзя выбирать разделы, но можно вот просто вот набивать себе слова, как они пишутся, как они произносятся. И там, кстати, там есть функция видео произношения слова от носителя. Там прям видео записанные с носителями языка. Но там, правда, испанцы, и поэтому произношение идет именно кастильское. Кастильское, но оно нам не очень подходит, да. Ну, в большинстве случаев подходит. Опять же, тоже да, тоже верно. Смотрите, друзья, мы будем все ссылочки на приложения, на те варианты, которые мы нашли, размещать в описании. Это видео будет, как всегда, полезным, поэтому не забывайте про всякие там лайки, подписки, колокольчики. Если вы знаете, что у вас кто-то знакомый хочет начинать учить язык, то, может быть, поделитесь этим видео. Так как аргентинский вариант испанского языка отличается от общеклассического кастильского, его очень полезно изучать на месте. Есть много разных способов. Вот один из них, например, изучение в вечерних школах. На данный момент я точно знаю про 4 школы. Это бесплатный вариант. Да, это бесплатный вариант. Адреса также там же в комментариях. Приходите в школу и занимаетесь языком с испанского на испанского с носителем языка прямо в школе. Это все бесплатно. Сколько длятся занятия, я не знаю. Ну, может быть, к тому моменту, когда это видео выходит, Саша уже сходил на занятия. Может быть, и я сходила на занятия. Не знаю, посмотрим. Итак, собственно говоря, узнаете местный вариант испанского языка. Вот. Следующее, что у нас там? Есть школы, это ты про бесплатные школы, есть школы и платные, их великое множество, онлайн, офлайн. Хочешь платить, плати, группы будут разные, это может быть как школа с групповым форматом, так и индивидуальные репетиторы. Всегда, пожалуйста, вы можете их найти в любой стране. Кстати, тут мнения расходятся, кто-то говорит, надо учить кастильский, испанский, кто-то говорит, вы же в Аргентине учите местный, в общем... У нас нет на это однозначного ответа. Мы не знаем, что будет дальше и какой нам язык больше пригодится. Пока что мы учим какую-то странную смесь в перемешках из приложений, из песен, из того, на каком наречии говорят люди вокруг нас. Поэтому тут только выбирать вам. Да, продолжаем наш волшебный список. И что у нас следующее в списке? Следующий вариант, как учить язык. Следующий вариант, как учить язык. Походы в магазин и разговоры с соседями. Тот самый small talk, короткий разговор. И знаете, что интересно, да? Когда мы жили в России, особенно в последнем нашем месте жительства, в нашей квартире, мы соседей приучали даже просто здороваться. Да. А здесь встретишь человека, он действительно скажет «Hola, ¿cómo estás? Muy bien». То есть это тот самый короткий разговор. Да, с тобой не поговорят о погоде, не спросят твое отношение более подробно, но могут спросить, откуда ты, могут ответить на чисто русском потом или не очень чисто русском, могут спросить, сколько месяцев беременности или еще что-нибудь. То есть здесь принято общаться. Что котик ушел, уже не так жарко. Да, соседи здесь очень приветливые, они здороваются, все время улыбаются тебе и, собственно говоря, заводят небольшой разговор. И таким образом мы практикуем вот это вот языковой барьер, когда ты хочешь сказать, но хочешь сказать правильно, он прорывается очень быстро, потому что, молчать невозможно. Туда же, в ту же категорию входит поход по магазинам, потому что чаще всего, если ты идешь не в супермаркет, а именно в продуктовые лавочки, как здесь принято ходить, то у тебя завязываются отношения с продавцами. И мы уже знаем, что у мясника есть русский друг. Да. Нет, у мясника не русский друг, у него брат в России. Брат в России, да, вот, простите. Да, у него брат в Москве. Да, и об этом всем мы как-то перекидываемся, опять же, и это на самом деле очень приятно, а еще ты там в таких местах еще и можешь изучать, опять же, да, испанский с испанского. Ты тыкаешь во что, ты говоришь «эста», и тебе говорят, что это, и ты очень быстро запоминаешь. Или прямо на прилавке есть вот эти вот надписи. То есть здесь клубника, как вы думаете, как зовется клубника в Аргентине? Классический вариант. Я не знаю, классический. Фреса. Да. Испанский. А здесь фрутиша. Фрутиша. Да, и вот эти вот нюансы, ты их узнаешь уже только на месте.
Поэтому таким образом получается глубже интеграция, и тебя больше понимают, и сразу появляется вот это приятное подкрепление, что я смог, я сходил в магазин, вот мне дали то, что я хотел. Да, сейчас мы пока радуемся тем моментам, когда понимаем, сколько нам говорят денег. Да, кстати, интересно, начинайте учить с числительных, потому что это вам точно очень быстро понадобится. У нас там тут висит за кадром. Ссылочку на табличку с числительными мы тоже разместим в описании к этому видео. Скачайте и просто обратите внимание, этот, кстати, способ подсказали нам дети. И дети, кстати, вообще сильно помогают учить язык. У наших друзей есть дочка, ей 5 или 6 лет, и она вот uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, и вот это вот все начинает снова и снова и снова. Дети же постоянно повторяют. Мы поняли, реально же, у нас же в детстве было примерно так. А досчитай от 1 до 10. А посчитай в обратную сторону. Мы свой родной язык примерно так и учили. Поэтому вот эти вот... Поэтому отсюда вырастает следующий способ изучения языка. YouTube-каналы с детскими программами. Да, Тибурон. На английском Baby Shark, на испанском Тибурон. Есть еще, мы нашли канал Крайоне. Да, на самом деле детских каналов на разных языках довольно много. Я думаю, что даже нашу Машу и Медведь можно изучать на испанском. Опять же, но Маша и Медведи, она не повторяет одно и то же слово по 1000 раз, чтобы ты его запомнил. Нет, там вообще нету речи. Просто пришла идея такая, и при помощи переводчика я на испанском перевел на испанский язык детский канал. И на испанском языке вбил в поисковике, и мне вылезло несколько вариантов. Это Тибурон, Крайон, и еще там какой-то попугай есть, я не помню уже, как он называется. И, собственно говоря, мы эти программы просто иногда фоном включаем для того, чтобы узнавать новые какие-то детские даже слова. Слушай, детские цвета, числа. Цвета, числа, да, банальные. Очень нужные, на самом деле, в бытовом плане вещи, которые ты так будешь долго заучивать в приложении, а тут оно само хоп и впиталось. Фоном. Это удобно. Да. Также есть разные просто каналы по изучению испанского языка, и в том числе и английского. Сейчас можно просто сказать даже про любой язык. Да. Включаешь фоном, слушаешь и запоминаешь. Кто-то учит, просто включив телевизорный, испанский какой-то новостной блок, и вот так каким-то образом что-то слушает, и что-то к людям прилипает. На самом деле... Нам пока еще такого рано. Да, нам еще рановато. На самом деле, конечно, язык, это изучение языка, как снежный ком. Сначала очень тяжело, медленно, а потом, чем больше в фразе слов, знакомых тебе, тем легче ты начинаешь впитывать остальные слова, как-то между строк понимать смысл и понимать, куда это ведет. Когда ты из целого предложения не понимаешь только одно слово, это гораздо легче, чем наоборот. Да, когда ты только одно слово понял. Слушай, а почему ты не рассказываешь про свой гениальный способ изучения языка? Это ты про друга по переписке или про чат? И про то, и про другое. Вообще больше про чат, домовой чат. Про чат. Прекрасный способ. На самом деле, изначально я даже не задумывался о нем. У нас в доме есть домовой чат, в котором все делятся информацией по поводу того, свободна или занята стиральная машинка в прачечной. И сушильная машинка. И сушилка, да. Нет, там на самом деле чат не только для этого создан, но обычно обсуждают. Но основное это там, да. Лавадора, лаваропа, сакадора. Это первые слова, которые я выучил именно в этом чате. А как же no pidas disculpe? Да, no pidas disculpe это фраза, которая покорила просто меня. Это просто называется «не извиняйтесь». Да, и когда у тебя такие короткие зарисовки, и ты понимаешь, про что это очень похоже, не знаю, у меня в школе были в учебнике по английскому какие-то такие диалоги, когда маленькие фразы, ты их переводишь. Интересно еще что Аргентина же страна иммигрантов, и тут, правда, очень много разных наречий, и одни и те же слова они могут использовать в форме разного испанского, и ты привыкаешь и к тем, и другим. Благодаря таким чатам. Лавадора и лаваропа, это и то, и другое означает стиральная машинка. Да. Это, собственно говоря, узнал там. Помимо общедомового чата, у меня есть друг по переписке. Мартин, привет, если ты вдруг внезапно смотришь это видео. Hello, Мартин. Да, с Мартином мы сначала пообщались лично, встретились, и потом у нас пошла переписка. Мы с ним на протяжении уже 3 месяцев, получается,
Просто каждый день, там, ком и Стас, узнаем, как дела друг у друга, просто общаемся, ну, просто Он тебе на испанском? Он мне на испанском. Изначально мы общались оба на испанском, но потом я очень уставал постоянно переходить в поисковик, переводчик и набирать текст и перекидывать туда. И мы с ним договорились, что он будет изучать русский, я буду изучать испанский. Я ему пишу на русском, он мне отвечает на испанском. Ну и так и наоборот. Я уже даже некоторые предложения начинаю понимать целиком. Это очень круто. Да, я считаю, что это очень классно и очень здорово. У меня нет такого друга, но мне очень помогает мой переводчик. Когда я хожу в госпиталь на приемы к врачу, я делаю это не одна. Я приглашаю переводчика, плачу ей деньги, но она меня любит потренировать. И, например, такие вещи, как взять турно, я уже делаю сама, она мне подсказывает, какие слова сказать, я уже это делаю и говорю. Вот таким образом. Аня, спасибо. Да. Ну и какие-то вещи уже и так становятся понятными между собой. В общем, если что, я всегда могу ей задать какой-нибудь уточняющий вопрос. Или, например, я заранее прописываю свои вопросики к врачу, а с ней уточняю нюансы, как спросить лучше так или сяк, или она уже целиком формулирует вопрос за меня. Ну, то есть, таким образом, когда мы с кем-то в безопасной среде это проговариваем, легче и проще понимать смысл постепенно. Не сразу вся мощь вот этой испанского языка. Да, вся мощь испанского языка и эта непонятные фразы обрушиваются на тебя только кусочками, что, конечно, сильно проще. Двигаемся дальше. Следующий вариант. Что у нас там? Асада пати. О, это самый вкусный способ изучения языка. Практики как английского, так и испанского. Есть у нас друзья, которые поселились в доме у своей аргентинской подруги. Абуэлы. 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 В общем, они живут за пределами самого города, немножечко за городом. Ну, в смысле, они живут просто за пределами Кабы. Короче, есть у нас друзья, которые поселились в доме, им сдала дом их абуэла, и они нас периодически зовут на асада пати. Это такой а-ля шашлыки, где жарится мясо, вино, разные разговоры, играет музыка, и мы там общаемся. Общаемся на смеси испанско-английского с людьми, которые давным-давно живут в Аргентине. Это как бы там есть и русские, и перуанцы, и кого там только нет. Ну и, собственно, аргентинцы. Такая небольшая вечериночка. Слушай, ну если мы начали, кстати, с тобой говорить про иностранные языки, да, то тогда не асада пати, а париша. Асада – это способ приготовления мяса, а париша – это как раз процесс. Ладно, париша, асада. Короче, когда вам вкусно, весело, пьяно и при этом… Ну, кстати, еда сближает людей и снижает, опять же, языковые барьеры. Вот. Очень интересно, и когда ты уже на каком-то языке хоть чуть-чуть говоришь, когда есть возможность так вот перепрыгивать с языка на язык, таким образом, конечно, постепенно ты все больше и больше погружаешься в новый язык, вот, добавляются новые слова. Да, при этом, при всем мы там разговариваем не только на испанском и не только на английском, мы иногда используем комбинации и русских слов. Ну да, и русских слов, но больше всего мы используем, конечно, комбинацию испано-английского языка. А еще жесты. Это снимает очень многие вопросы, но то есть за счет жестов тоже становится много понятнее. Напоминает шарады иногда. Ну да. Следующий вариант, следующий способ высокоинтеллектуальный. Это что у нас искусственный интеллектуальный. Чат GPT. Мало кто знает, но вот эти вот искусственный интеллект можно использовать для того, чтобы изучать язык. И при помощи чата GPT те тексты и те фразы, которые ты как-то строишь, их можно перепроверять или, наоборот, нанимать чат GPT себе в качестве репетитора. Это отдельная технология, мы не будем сейчас на ней подробно останавливаться, но в некоторых ситуациях прям к чату GPT можно обратиться, чтобы понять, какие слова тебе вообще надо учить и скорректировать свою речь. Вот так. Не знал о таком способе. Следующее еще мы частично сказали про детские мультики, да, а есть ведь еще песни, и на самом деле очень много классных популярных песен на испанском, но мы привыкли там, не знаю, под них танцевать, напевать, но мы не знаем смысл. Так вот, если вам нравятся песни, то
Самое оно взять, перевести. И вот, тенго камиса я вот очень хорошо То запомнила. есть тенго камиса негро. Тенго камиса негро. Что означает? Камиса негро, черная рубашка. А тенго? Тенго я забыла. Душа? Ну там про душу черную. Тенго – это у меня есть. Черная рубашка. У меня есть. Тенго камиса негро. Ну, в общем, ты запомнил, я запомнила, и хорошо. Вот. Следующий вариант. Мы его частично применяем. Это ведение социальных сетей на испанском, ну вообще на языке, который вы изучаете. Мы, конечно, еще до этого не дошли, да, в полной мере. Да, пока мы используем автоматические переводчики. Пока автоматический переводчик, но смотри, хэштеги ты уже ставишь на испанском сам. Ну да. Да, и это уже помогает закреплять материал. Также мне очень нравится, есть некоторые блогеры, кто живет в Буэнос-Айресе, и они периодически в своих сторис выкладывают там, как сказать, пожалуйста, без пакета. Они не специализируются на изучении языка, но просто иногда эти моменты тоже отражают в своих историях. Я их скриню и постепенно напоминаю. А я еще вспомнил один способ, который Какой? использую я, который тебе пока что недоступен, а мне доступен. Какой? Работа. Я работаю с испаноговорящими комментаторами во время трансляции и с ними общаюсь собственно говоря, на испанском. И в чатах уже даже на данный момент, как простые выражения и фразы, уже, собственно говоря, мы перешли с английского на испанский. Изначально мы все общались на английском, а сейчас использую испанский в общении конкретно с комментаторами. И то есть ты там без переводчика им большую часть пишешь? Ну, простые фразы, да. Голь, голь, голь. Ну, голь-голь-голь, это можно, и, знаешь, и не зная языка написать. Слушай, есть еще один вариант, который мы не используем с тобой. Точнее, я начала использовать, но Какой? забросила. Учебник. Да. Классический учебник, так как у меня есть iPad, мне удобно прям в книжке черкаться. И я знаю, что все-таки есть люди, у кого развит кинестетический интеллект, им важно через тело вот это все делать и писать, прописывать слова, им так легче запоминать. Поэтому я пробовала, и я думаю, что вернусь постепенно к этому способу точно тоже. Когда у тебя есть учебник, ты можешь в нем почеркаться. Причем, мне кажется, более эффективно найти какой-то детский учебник, а не взрослый, как у меня. И там, не знаю, раскрашивать буковки и изучать испанские слова таким образом. Если вам нравится, вот и вы знаете, что это про вас, когда делать телом большая включенность телесная, то классика, учебник, тетрадочка, записывать слова, почему бы и да? Угу. Хороший вариант. Хороший вариант. Детские книжки. Детские книжки. Да. У меня все, мой список закончен. Есть ли у тебя еще идеи? Как учить испанский? Приезжать в страну и учить испанский. Ну, говорить. Приезжаешь в страну к носителям и учишь вместе с ними. Класс. Друзья, приезжайте к нам в Аргентину, приезжайте в любые страны, погружайтесь, потому что только когда ты уже в стране, ты понимаешь, что действительно тебе нужно. Кстати, мой must-have – это числительные. Да. Они нужны больше всего. И слово «эсте». Этот. Да, здесь это для тебя точно самое главное. Ну, и стандартная вежливость. Por favor. Por favor. Эсте. Это por favor. И quanto. Сколько? Quanto сколько? Да. А quando? Когда? Кто бы Отлично. знал, да, вообще большая разница. Да. Друзья, ваши лайки, подписки, ну и комментарии, конечно, задавайте вопросы, будем рады отвечать. Да, muchas gracias. Чао. Чао. Да, в Аргентине прощаются немножко по-итальянски. Hasta luego. Чао. Пока-пока. В общем, пока мы выкладывали видео, оказывается, у нас под самым боком были курсы в центре матери иммиграции. Сейчас видяшечку покажу. Так вот, в общем, пришли мы, записались. Курсы абсолютно бесплатные. И буквально со 2 числа, с следующей недели, начинаю ходить на занятия. Так, помимо того, что я пришел на занятия записаться, и они бесплатно, мне еще и тетрадочку даже дали для того, чтобы я мог заниматься продуктивно. А еще августу рукавички подарили. Да, маленькие такие перчатоньки без пальчиков. Прикольно.